случай, когда я стал причиной спора двух столпов русского языка, двух профессоров. Однако все по порядку. Я с детства мечтал учиться на факультете журналистики МГУ. Но поступать в МГУ я струсил. Решил попасть в МГУ обходным маневром. Поступил в Казанский университет. И год проучившись, стал переводиться в МГУ. Получив на руки экзаменационную ведомость, я стал обходить кафедры факультета журналистики и перезачитывать свои оценки. Последним была кафедра русского языка. Я зашел на кафедру и увидел своего знакомого, человека, с которым я познакомился в букинистическом магазине, который тогда находился в гостинице «Метрополь». Юлий Абрамович, так звали моего знакомого, удивился, увидев меня. А вы какое отношение имеете? Я ему объяснил и в свою очередь задал ему вопрос: а вы? Оказалось, он второй профессор кафедры, Юлий Абрамович Бельщиков. Я ему объяснил причину своего визита, он посмотрел мою ведомость и сказал: я думаю, что наш завкафедры Дитмар Ильяшевич Розенталь, тот самый Розенталь, по учебнику которого учились все школьники Советского Союза, не зачтет вам. У вас нет одной части русского языка. Это меня озадачило, это не входило в мои планы сдавать заново экзамен. Я так по-дружески, учитывая, что мы уже знакомы, сказал: Юлий Абрамович, а что можно придумать? Он напрягся, а потом сказал: берите лист бумаги и пишите заявление. И продиктовал мне заявление на имя Розенталя. Пишите вот так, как я вам говорю, сказал он. Я говорю: а в чем дело? Он говорит: я вам дал оборот, который Дитмар Ильяшевич не признает. Сейчас мы разыграем сцену. Дитмар Ильяшевич придет, вы ему дадите свое заявление, он начнет читать и обязательно мне скажет: вот, Юлий Абрамович, еще один знаток русского языка нашелся, пишет так, как вы пишете. Я начну с ним спорить. Через минут 10 после нашего научного спора вы напомните о своем присутствии. Дитмар Ильяшевич очень интеллигентный человек. Он подпишет, не глядя, бумаги ваши. Честно скажу, я мало надеялся, что эта афера удастся, но оказалось, сработало. Через 10 минут я так вежливо: Дитмар Ильяшевич, а что я? И Дитмар Ильяшевич, не глядя, подписал мне зачет. Вообще, прошло 50 лет с тех пор, как я окончил университет, но я тепло, с любовью вспоминаю эти годы. Я хочу рассказать еще один эпизод о преподавателе, которого я очень часто вспоминаю. Это Дмитрий Иванов, профессор русской литературы. Ему на его лекции выделялись самые большие аудитории, потому что послушать этого человека приходили студенты с других факультетов. У него была своя метода. Когда мы приходили на экзамен, он говорил: достаньте свои конспекты. Он требовал от нас, чтобы все вели конспекты. Когда мы раскрывали конспекты, он говорил: на первых страницах ручкой напишите по диагонали свою фамилию. Когда прозвучала эта команда, обязательно в группе 2-3 человека, а порой 4, вставали и уходили. Он никогда не раздражался, он говорил: очень хорошо, вы перепишите конспекты своих друзей и приходите. После того, как эта формальность была исполнена, Иванов говорил: значит, кто хочет получить тройку, сложите свои зачетки влево. Кто хочет получить 4, сложите свои зачетки вправо. Кто хочет получить 5, положите зачетки в центр. Тройки он ставил автоматически, говоря, что тот, кто вел на моих лекциях конспекты, заслуживает тройку. Тем, кто желал получить 4, он задавал несколько вопросов, то есть раздавал всем по билету, в котором был вопрос, и ставил, как правило, 4. Оставалось нас 7 человек. Мы из семестра в семестр оставались всемиром. Он
усаживал нас перед собой и говорил: а теперь вы остались на десерт. Скажу вам честно, не было случая, чтобы мы не получили все пятерки, хотя спрашивал он очень строго. Однажды он собрал нас и сказал: ребята, я понимаю, что вы меня как-то обманываете. Признайтесь, как? Да что вы, профессор, да нет, мы не обманываем, у нас нет шпор, я имею в виду шпаргалок. Я знаю, что у вас нет шпаргалок, но как-то вы меня все-таки обманываете. Ну, не бывает так, чтобы все знали на пятерку. Мы молчали, тогда он сделал предложение: я вам вперед ставлю за следующий семестр пятерку, это последний семестр, когда мы общаемся, только расскажите, как вы меня обманываете. Ребята переглянулись и сказали мне: ну ты, староста, рассказывай. Я говорю: помните, профессор, как у нас протекают экзамен? Вы задаете вопрос, и по нашей договоренности мы не даем вам указать, кому отвечать. Отвечает тот, кто знает ответ на этот вопрос. Он рассмеялся, и я вам скажу, он оказался очень порядочным человеком. Он сдержал свое слово. Следующий семестр мы не сдавали экзамены, а автоматом получили пятерки. У меня еще есть куча историй университетских. Я думаю, для многих она будет интересна, эта история.